Дочери Зевса. Как рождались богини. Зевс. Сложно представить, сколько было романов у верховного греческого бога. Запомнить имена всех его детей от олимпийских и земных женщин невозможно. Но некоторые из этих имен принадлежат самым могущественным богиням. История их появления окутана тайнами. Образы этих прекрасных, властных женщин застыли в веках. Первая дочь Зевса родилась от большой любви. Богиня мудрости Метида и громовержец стали законными мужем и женой. Метида была преданной спутницей жизни и помогала мужу своими ценными советами. Но Зевсу было дано пророчество, в которое он поверил. Он думал, что Метида родит ребенка, который свергнет повелителя грома с Олимпа. И вот настал тот день, когда Зевсу стало известно о беременности жены. Дитя не должно было появиться на свет. Тогда Зевс пошел на хитрость. Бог знал, что Метида, как и он, умеет перевоплощаться в разных существ. Зевс воспользовался этим и предложил своей жене посоревноваться в искусстве метаморфоз. Метида доверяла мужу, не чувствовала подвоха. Она согласилась на эту игру. И вот богиня мудрости предстала перед Зевсом в обличии львицы, затем кабана, потом она превратилась в пламя и в муху. Зевс изображал восхищение и аплодировал талантливой супруге. Бог бросил ей новый вызов. «Можешь ли ты стать еще меньше?» И тогда Метида стала каплей воды. Зевс без промедления выпил ее. Вот только совсем забыл о том, что нельзя избавиться от богини хитрости и мудрости без последствий. Всего одна несчастная капля воды вызвала у Зевса мучительную головную боль, которую просто невозможно было терпеть. Это не та боль, которую могут испытывать смертные. Богу казалось, что голова его вот-вот расколется на части. На помощь поспешил сын Зевса, бог кузнецов Гефест. Своим молотом он со всей силой ударил отца по голове. Из разбитой головы громовержца появился тот самый ребенок, которого носила под сердцем Метида. На свет явилась самая сильная и грозная из дочерей Зевса. Его любимица, богиня войны Афина. Она была облачена в сверкающие доспехи. Выйдя из головы отца, она будто сразу была готова ринуться в бой. Афина была прекрасна. Ее отдали на воспитание Тритону. Афина росла вместе с дочерью Тритона, Палладой. Они играли и обучались искусству боя. Одно из таких учебных сражений закончилось печально. Зевс наблюдал за девушками сверху, и ему показалось, что дочь в опасности. Он уберег ее от нападения Паллады, но Афина успела нанести заготовленный удар своей названной сестре. Удар был смертельным. Афина сама не своя от горя. Дочь Зевса взяла себе имя дочери Тритона в знак вечной памяти. С тех пор богиню войны стали называть Афина Паллада. Но не только она получила в наследство суровый отцовский нрав.
Вскоре у Зевса появилась еще одна своенравная дочь. В отличие от Афины, она была рождена вне закона, вне брака. Но силы у нее было не меньше. Ее имя Артемида, богиня охоты, всего живого на земле, женской невинности и вечной юности. Она родилась от тайной связи Зевса и богини Лета. В то время Зевс состоял в законном браке с богиней Герой. Она была ревнивой и вспыльчивой. Гера узнала о беременности Лета и обрекла ее на мучительные скитания. Нигде ей не находилось места. Земля, по велению Геры, не принимала гонимую Лето. Ей удалось приютиться лишь на маленьком, скалистом, плавучем острове в самом центре Эгейского моря. Когда-то этот остров был сестрой Лета, девушкой по имени Астерия. Она отвергла Зевса, бросилась со скалы и стала беспокойным островом. Таинственный клочок суши уберег от гнева Геры беременную Лето, которая носила под сердцем не одного, а сразу двоих детей Зевса. Здесь, на острове, Лето родила брата и сестру, Аполлона и Артемиду. У Артемиды была белая кожа и золотистые волосы. Она росла свободной, нелюдимой и одинокой. На Олимпе она появлялась редко. Когда богине исполнилось 3 года, она получила в подарок от Зевса лук со стрелами, мужскую тунику, свору гончих собак для охоты и свиту из 20 нимф. Во владение она получила все горы мира. Дочь владыки Олимпа была решительной и смелой. Никогда не сомневалась в своем выборе. По собственной воле Артемида обрела вечное целомудрие, которое оберегал ее брат. Прекрасный Аполлон безжалостно избавлялся от всех поклонников вечно юной сестры. В количестве обожателей не было равных еще одной, самой прекрасной воспитаннице Зевса. Ее имя Афродита или Пеннорожденная. Тайна рождения богини открывает всю ее силу. Афродита жестока и мстительна, несмотря на всю нежность и красоту. Она может вызывать у смертных и жителей Олимпа такие чувства, которые способны рушить судьбы. Ее обидчики страдали от семейных драм, роковых страстей и измен. Богиня любви вышла из морской пены. Но та пена была кровью и семенем оскопленного бога Урана. Это сделало Афину объектом вожделения. И вот белоснежная нога прекрасной Афродиты ступила на берег Кипра. Золото ее волос ослепляло, изумрудные глаза сияли ярче звезд. Безупречное тело сводило с ума всех богов, всех, кроме Зевса. К самому красивому созданию повелитель Олимпа относился как к дочери. С самого детства Афродиту окружали помощницы, порожденные Зевсом Оры. Они никогда не оставляли богиню в одиночестве. За руку Афродиты соревновались лучшие из лучших, самые смелые, сильные и красивые. Арес, Посейдон, Гелиос и Гермес. Любовь и ревность сеяли хаос на Олимпе. Зевс не мог допустить этого. Было решено выбрать в пару Афродите хромого и нелюдимого
Гефеста, который меньше всего мечтал о богине красоты. Но брак самой прекрасной из неземных женщин не сделал бога-кузнеца счастливым. Афродита превратила этот законный союз в череду бессовестных измен, о которых рассказывают мифы.